Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал «Субъективно об Америке». В сегодняшнем видео хочу ответить на очередной вопрос моих подписчиков. Вопросов таких было несколько по поводу водительских прав, правил вождения и вообще, как все обстоит с этим делом в Америке. Хочу сразу же отметить, что рассказывать я буду о специфике Техаса. От штата к штату отличаются как правила, так и требования, но общая идея, в принципе, везде одинаковая. Начнем давайте с того, что водительское удостоверение в Америке – это не просто бумажка. Для рядовых американцев это все. Это ваше ID, это документ, подтверждающий вашу личность. У американцев паспорта существуют только для выезда за границу, а все остальные манипуляции в обычной жизни совершаются с помощью driver's license. Соответственно, для получения такого удостоверения, особенно свежеприехавшим, потребуется определенный набор документов. В первую очередь это должен быть ваш какой-то собственный ID, то есть для нас, свежеприехавших, это был наш заграничный паспорт. Нужен обязательно какой-то второй документ, тоже с фотографией. В моем случае это была грин-карта. И обязательно в Техасе требуется подтверждение 30 дней пребывания на территории Техаса как резидента. Что такое резидент? Это человек, который постоянно проживает. Как подтверждается постоянное проживание в Америке? Просят предоставить либо договор аренды из вашего апартмент-комплекса, где вы живете. Если вы купили дом и такой счастливчик, что уже имеете собственное жилье, это, конечно же, еще лучше. Документы на дом. Точно так же имеют хождение документы официального плана, как-то счета, которые вы получаете от телефонной компании, счета за электричество, выписки из банка, привязанные к вашему домашнему адресу. Именно поэтому получение водительских прав чаще всего откладывается как минимум на 30 дней после прибытия, потому что как минимум первые документы должны быть получены вами по почте, которые подтвердят ваше присутствие по этому адресу. Да, адрес проживания в водительском удостоверении в Америке указывается. В день, когда вы готовы, у вас собраны все документы, вы можете зайти на сайт и зарегистрироваться для сдачи экзамена. Это называется здесь written test, то есть так называемый теоретический экзамен. Для того, чтобы подготовиться к экзамену, существует масса ресурсов. Экзамен состоит из 40, если я не ошибаюсь, вопросов, которые проходятся онлайн. После каждого вопроса вы получаете знак, ответили вы правильно или нет. По окончании теста вы получаете сразу результат. Вам говорят: вы набрали столько-то баллов, вы прошли. Или вы не набрали достаточное количество баллов, вы не прошли. Эти тесты можно брать, можно сдавать сколько угодно часто, пока не подготовитесь окончательно и не будете готовы сдать его хорошо. Тест, естественно, на английском языке. В некоторых штатах есть возможность сдавать на русском, в Техасе нет. Но там ничего сложного. Главная идея американских правил вождения – безопасность, безопасность и еще раз безопасность. И четвертое, я бы, наверное, сказала, можно все, только осторожно. Итак, представим себе, что благополучно вы выучили все правила, сдали их, и теперь вас ждет момент выхода в поля, выезда на дорогу. Конечно, большинство соотечественников приезжают сюда уже с умением водить, поэтому никакой необходимости брать здесь уроки нет. Если же вы этого не сделали в России и совершенно ни разу не сидели за рулем, то вас ждет гораздо более легкие условия, чем это было бы в России. Ездить в Америке проще, легче и приятнее, правила на дороге тоже гораздо проще. Я сейчас вам во второй части видео немножко проедусь и покажу основные моменты, которые критичны в Америке, которых для меня, например, которые были мне незнакомы в России. Итак, точно так же онлайн или прямо здесь же в здании DMV можно записаться на водительский тест. В разных штатах отличается, в разных районах отличается время ожидания. Где-то можно получить 1-2 дня, где-то 40 дней нужно ждать между тестами. Сильно зависит от занятости района и даже времени года. Традиционно летом, из-за того, что люди привязаны к школе и предпочитают переезжать в летнее время, летом очереди больше. И поэтому, если у вас есть возможность куда-то сдвинуться, делайте это осенью, а еще лучше зимой. Например, когда я получала свои права в Техасе, это была зима, и между моим тестом теоретическим и экзаменом на вождение прошло 2 дня. Но это только потому, что я была не на правильной машине, когда приехала. А вообще мне предлагали сразу после теоретического теста через 20 минут пойти на вождение.
Так вот, тест на вождение заключается в том, что инструктор садится с вами в машину, и вы проезжаете по определенному району, который у них уже наезжен, намечен, и они проверяют как вы ориентируетесь на перекрестках, как вы следуете знакам светофора, дорожной разметки и всему остальному. По окончании теста вам выдается бумажка, где инструктор обозначает, там у вас было пара-тройка ошибок, и она говорит: вы все сдали, и получаете временные права, которые выглядят как просто бумажка половина формата А4. И в течение 10 дней ваши права уже законные, надежные, приходят по почте. Процедура простая. Вся сложность, конечно, только в том, чтобы выучить правила, потому что это, конечно же, немножко все странное, другое на английском языке. Но, как и многие до меня, и как многие после меня, могу подтвердить: практика делает совершенство. То есть практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Тесты все есть онлайн. В подписи к видео я поставлю такой сайт, где можно попрактиковаться в сдаче теста для водительских прав в Техасе. Об этом также я рассказывала в одном из своих прямых эфиров. Ссылку на этот прямой эфир я тоже дам. В общих чертах получение водительских прав в Америке вот так происходит. По поводу водительской комиссии. Никакой медицинской комиссии не осуществляется. Единственное, что делают, прямо в момент, когда делают вашу фотографию, в момент подачи документов перед теоретическим тестом, проверяют ваше зрение. Прямо тут же человек, клерк, который принимает документы. И если у вас есть ограничения по зрению, вам сразу ставят это в водительском удостоверении. У меня на тот момент еще было зрение пониженное, у меня тоже есть ограничения в водительском удостоверении. Но после того, как я сделала операцию на глаза, мне в клинике выдали специальную справку, где было указано, что теперь у меня restriction, ограничений никаких нет, и я могу водить вправо и влево, и как хочу, и все будет хорошо. Давайте сейчас пойдем, я немножко поподробнее вам тут покажу. Есть две фишки, которые отличают техасские драйвинг-тесты от всех остальных. Пойдемте. Итак, это наш суперцентр DMV. Самый известный по всему Хьюстону тем, что он большой, электронные очереди, можно записаться онлайн, и на телефон будет приходить уведомление, сколько осталось времени в очереди ожидать. Очень удобный сервис, внутри прохладно, приятно, потрясающий персонал. Внутри происходят теоретические тесты. А вот тут как раз под этой крышей собираются и встречаются те, кто приезжает на драйвинг-тест. Как видите, мы не одни такие умные. Я всем моим друзьям, кто приехал в Хьюстон и собирался сдавать драйвинг-тест, советовала приехать сюда в будний, в выходной день и попробовать. Походу, что даже драйвинг-тест они сегодня тут сдают. Удивительно. Так вот, это одна из особенностей сдачи экзамена в Техасе. Требуется сдавать умение параллельно парковаться. Причем Техас – один из тех редких штатов, где параллельная парковка за мои 3 года жизни здесь понадобилась мне 3 раза. Но тем не менее, пока я готовилась к тесту, я училась парковаться, и теперь это уже из меня никуда не вытравишь, я это умею. Как видите, условия довольно-таки льготные. Припарковаться нужно между 2 вот этими стойками, и требования очень не жесткие. Главное, ничего не сшибить и хоть как-то туда заехать. Я знаю это по себе. На тот момент, конечно, я очень волновалась, когда сдавала эту параллельную парковку. И инструктор отнеслась ко мне очень мягко и лояльно. Так что жаловаться не на что, все было хорошо. Давай, давай, крути, крути, хорошо, молодец. И второй момент, который тоже интересует техасских инструкторов, это вождение задним ходом. На этом я как раз чуть и не срезалась. Казалось бы, что там трудного? Оп! Казалось бы, что там трудного? Держи руль прямо и едь назад. Однако же для меня это была большая сложность. Хочется отметить отдельно еще момент получения водительских прав подростками. Как раз сейчас дочь моих друзей проходит специальную автошколу. В течение 4 недель они ходят каждый день по 2 часа, учат правила, сдают там же этот теоретический тест, сдают там же вождение, и потом им нужно только приехать в DMV и получить уже специальную бумажку, что дети с 14
с 16 лет до 18 лет могут водить машину, но только под присмотром родителей. В машине должен находиться кто-то еще взрослый. Ну, а взрослым, соответственно, не надо уже никого, чтобы находился в машине. Садись и езжай. Особенности Америки таковы, что в каждом штате свои законы, свои правила и свои какие-то тонкости. Поэтому при переезде из штата в штат водительские права нужно обновлять. И я знаю, что при переезде в Калифорнию они вообще водительские права других штатов не рассматривают, а просят снова сдать тест, потому что Калифорния отличается тем, что у них свои требования к экологии, к чистоте. И поэтому те, кто переезжает в Калифорнию из других штатов, находятся в менее выигрышном положении. В обратную сторону это работает немножко проще. Из любого другого штата, кто переезжает, например, в Техас, им достаточно просто обновить свои права. Но, к сожалению, это касается только водительских прав, выданных в Америке. Права других стран не котируются никак. Но я могу сказать, что по закону вы можете ездить по правам своей страны до 30 дней. И надо отметить, что никто нигде не проверяет, прошло ли уже 30 дней, как вы приехали, или нет. Поэтому ездите спокойно, готовьтесь к сдаче своих тестов, получайте права, и все у нас у всех будет хорошо. Сейчас поедем еще по улице, немножко проедемся, расскажу кое-какие особенности. Так, поехали. Вот таким именно путем выезжали мы на мой водительский тест. Надо отметить, что в Америке не существует понятия двойная сплошная. Как вы видите, на дороге здесь желтая полоса, она специально создана для маневров. Очень удобная штука. Но для меня на тот момент, хотя я уже в Америке на тот момент водила это почти 6 месяцев, конечно, я очень волновалась с инструктором, как она расценит мои смелые манипуляции. Я, конечно, очень боялась. Эта полоса создана для маневра. Вы выжидаете момент, когда освобождается место там, куда вам нужно ехать, и перестраиваетесь в нужный ряд. Как видите, она размечена особым способом там, куда вам нужно перестроиться. Обязательно драйвинг-тест включает в себя проезд по жилым районам. Это очень важный момент, это следует помнить. Нужно строжайшим образом следовать знакам ограничения скорости, за этим следят очень бдительно. И, конечно же, помнить про взаимную безопасность на дороге, даже если всем кругом горит зеленый, но что-то не так на дороге, естественно, быть очень аккуратным, внимательным. И во время драйвинг-теста все советуют: вертите головой, как будто у вас она вот вообще резиновая на шарнирах. Проявляйте, изображайте для инструктора полное внимание к тому, что обстоит на дороге. Мы сейчас приближаемся к самому главному фетишу американского правила вождения. Такие знаки «стоп» очень популярны, очень распространены в Америке. И не остановиться на знаке «стоп» приравнивается просто к смертельной казни. Главная идея в том, что вы останавливаетесь и рассматриваете все стороны перекрестка. И когда вы видите, что какая-то еще машина приближается к перекрестку, то ваше движение начинается по принципу «кто первый встал, того и тапки». Соответственно, вы делаете контакт с глазами с водителем другой машины и понимаете, вы подъехали раньше, вы трогаетесь. Но при этом, да, обязательно контакт глазами, обязательно осознавать, кто где, куда и кто что делает. Итак, вот мы едем по residential area, по жилому району. Вот примерно вот так я тогда так инструктора и катала. Очень внимательно везде по сторонам, на каждый перекресток обращаем внимание, везде все рассматриваем. Готовы нажать на тормоз в любой момент, потому что, да, безопасность в Америке – это главный фетиш и главное, о чем здесь все беспокоятся. Так что помните, знак «стоп» – это один из главных моментов при сдаче вашего водительского теста. Помните об этом, будьте к нему очень внимательны, и лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Я знаю, один мой дружочек из Майами получил даже штраф на $300 за то, что он на знаке «стоп» не остановился. Да, наказание неизбежно. Так, пожалуй, из жилой зоны мы уже будем выезжать, поедем на дорогу, я вам еще пару штук покажу. Еще одна особенность вождения в Техасе, в Америке, это то, что все светофоры расположены за перекрестком. Это сейчас я уже к этому привыкла, и дороги мне знакомы, и я
прекрасно ориентируюсь. Но первое время, ох, сколько раз мы попадали в ситуации, когда почти вылетали на перекресток, потому что нет вот этого чувства, что вот уже вот здесь, вот здесь. Светофор-то вон аж где, его видно, но он далеко. Это такая фишка, о которой следует знать, о которой следует помнить и следует с этим быть осторожным. Еще одна вещь. Об этом уже несколько раз меня в видео спрашивали. Как вы видите, сейчас на светофоре горит красный. Но по американским правилам, остановившись на светофоре и убедившись, что проезд безопасен, можно проезжать на красный направо. Поворот направо разрешен на красный, если это возможно, если это не создает аварийную обстановку на дороге. Это еще одна такая особенность, к ней очень быстро привыкаешь, это очень удобно, потому что действительно это довольно логично. Об этом следует помнить. И последняя особенность, на которой тоже ломаются люди, которые переехали из других штатов или приехали сюда недавно и не привыкли еще к этому. По правилам дорожного движения в Техасе, если вы едете по многополосному шоссе и в самой правой полосе стоит машина полиции со включенными огнями, то есть она на работе, всех, кто движется в соседней к ним полосе, в первой к ним полосе, должны снизить скорость на 20 миль ниже, чем скоростной режим, в следующей полосе на 10 миль ниже, чем скоростной режим, и только третья от них полоса может продолжать движение с той же скоростью. Это такая особенность. Тоже была история с одними моими знакомыми, которые пронеслись мимо них, и штраф был $800 за это. За этим бдительно следят. Я думаю, что это в большинстве своем связано, конечно же, с безопасностью полицейских, потому что на хайвеях скорость довольно высокая, и они должны иметь возможность безопасно выполнять свою работу. Ну и, наконец, самое последнее, совсем смешное правило, и не правило даже, а анекдот про Хьюстон. Если вы видите, что на дороге знак скоростное ограничение 60 миль в час, вы едете со скоростью 80 миль в час, вас все обгоняют, вам сигналят и мигают фарами, это значит, что вы в Техасе. У нас, конечно, при наших просторах и при нашем таком либерализме и любви к свободе, там, где нет контроля, там, где нет вероятности встретить дорожную полицию, народ вообще не напрягается, носятся как угорелые. На всех этих переездах между Хьюстоном и Остином, Хьюстоном и Далласом, на дорогах такого международного и межштатного значения скоростной режим соблюдаю, наверное, только я. И то не всегда. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, что это видео было полезным. Поделитесь им, если вы знаете кого-то, кто может это тоже с удовольствием послушать и принять к сведению. Что-то, если не осветило, вопросы, пожалуйста, в комментарии. Как вам нравится вообще возможность ездить на красный свет? Как бы вы к ней отнеслись? Как быстро бы вы к этому привыкли? Я вот сейчас представляю себя водящей где-нибудь снова в России. Наверное, я бы испытывала с этим трудности. А у меня на этом сегодня все. Далеко не уходите, впереди, как всегда, еще много интересного. Пока-пока!